А вы знаете, что было с вашей машиной? Она вся крашеная, я там на ней в кусты съехал, там немного. Дима купил эту тачку. Она хуже Форда Фокуса из 4 частей. Народ, всем привет! Я уверен, что многие из вас не раз, а кто-то довольно часто видели видео об диких авариях автомобилей, да, где там какие-то там непонятные съемки с регистраторов, с трассы, еще откуда-то, где тачка там улетает, разбивается в фарш и все такое. Однако мало кто знает, что после этого происходит с этими тачками. И сегодня у нас будет видео о том, что же произошло с одним из автомобилей, который участвовал именно в такой дикой аварии. Будет круто, вам понравится. Поехали! Это Mazda 3 БК 2006 года, 1.6 на механике. И сейчас вы увидите видео, в каком ужасном ДТП она побывала. Это же просто жесть на самом деле. После такого тачки в принципе не живут. На самом деле, мы сейчас находимся в Екатеринбурге, как вы уже поняли, 96-й регион. Владелец этой тачки Дмитрий написал мне как-то ВКонтакте давным-давно уже. Слушай, говорит, у меня есть тачка вот такая вот со сложной судьбой. А сложная судьба, да Мондео по сравнению с этой Маздой просто детский сад. Эта же тачка просто в фарш была превращена. Самое интересное, что владелец Дмитрий этого автомобиля не попадал на нем в ДТП. Он ее уже купил такой. И вот о том, как это произошло, стоит отдельно поговорить, потому что это очень интересно. Дмитрий, владелец нынешней этой Мазды, получил ее очень интересным способом. У него была Corolla 120. Кто знает, что это за тачка, я даже фотку ее вставлю, он нашел фотки и скинул мне, как она выглядела. Вполне себе неплохая тачка на 1.4 дизельном моторе. Трехдверка. Многим становится понятно сразу, так 1.4 дизель в России он не поставлялся, это везенныш. В принципе, ничего критичного, однако у него случилась неприятная ситуация. Было так, он однажды говорит, я прихожу, машина не заводится, что за фигня? Дотащили до сервиса, в сервисе разобрали, говорят, о, дружище, у тебя приехал ТНВД. Оказалось, что оригинальный ТНВД стоит 170 тысяч, Bosch 150. Вы понимаете, да, что для автомобиля, который, в принципе, стоит в районе 300 тысяч рублей, это полцены. И вкладывать в нее такие деньги, это нереально. Короче, выставил ее на продажу, так все я описал, тачка вот не заводится, дело в ТНВД надо менять, туда-сюда. И однажды ему звонит человек, говорит, слушай, у меня есть Mazda 3, я предлагаю тебе поменяться на твою Toyota и доплачу тебе еще 40 тысяч рублей. Тот говорит, ну нифига себе, вот это реально повезло. И забирает ее. Причем он приезжает смотреть эту Мазду, просто сел, говорит, я на ней, потом посмотрел, вроде живая, посмотрел, вроде заводится, ездит, все нормально. И согласился. Тот ему доплатил 40 тысяч, забрал его Короллу, и, соответственно, отдал ему Мазду. Дима, короче, ништяк ездит, радуется туда-сюда. Ну и пришло время, он решил ее тоже поменять. Думает, да, и думает, выставлю ее на продажу. Короче, выставляют ее на продажу, и в один момент ему звонит человек и говорит, здрасте, а вы знаете, что было с вашей машиной? Тот говорит, нет, не знаю. Я вам сейчас скину видео. И скидывает ему ссылку на это видео, которое вы уже посмотрели. То есть Дима купил эту тачку, не зная, что она была в таком ДТП. Правда, предыдущий владелец сказал, она вся крашеная, я там на ней в кусты съехал, там немного. В кусты съехал. Блин, там деревья, какие кусты, там тачка в труху, в мясо просто была убита, но это не важно. После этого, соответственно, когда решил продавать, понял, что он попал, снял ее с объявления. Ну и, соответственно, что делать? С горя решил написать мне, скинул мне ссылку на видео, говорит, вот такую вот тачку я себе приобрел, и она хреново восстановлена. В общем, вот такая интересная история. При том, что Дима совсем не дурак. Просто как бы у него нет достаточного опыта и знаний в автомобилях. Он видит, что она вся крашеная, ну и ладно. Но сейчас мы с вами пробежимся детально, что это за автомобиль. Если вы видели видео про Ford Focus из 4 частей, то она хуже Ford Focus из 4 частей. Объективно, хуже, намного. Поэтому об этом мы сейчас и будем разговаривать. Дима, прости, ты знал, на что шел.
Итак, большинство из хейтеров уже давно сразу скажут: ой, да что там смотреть, она и так была ушатана, убита, все это понятно. Но ведь Диме-то с этим жить, и как бы ему с этой машиной дальше еще немало придется горя хапнуть. К тому же он возит в ней ребенка, как бы это странно ни звучало, у него есть детское кресло, стоит, он возит в ней ребенка, и ему так или иначе желательно бы все-таки узнать, что с этой тачкой было. Поэтому давайте пробежимся и посмотрим, что с ней не так. Сразу видать спереди, что у нее уже стоит белый бампер, причем бампер вообще не закреплен и болтается. Еще причем, когда мы подъехали, у него вот эта решетка торчала вот так вот. Он подошел такой. Думает, что его не заметили. Но, естественно, мы заметили. Он говорит, я ее поправляю почти каждый день. То есть все это отваливается, смотрите, все это отваливается, все это болтается. Все просто жесть, ушатано. Далее. Смотрим на зазор крыла капота. Зазор просто ужасный, везде конченый. Блин, короче, здесь везде хлам, все везде. Вот эта дверь особенно интересная. Просто почему? Потому что с нее облазит краска вот по этим местам. Здесь, внутри ручек. То есть ее даже не вышкуривали, прежде чем красить. Прям покрасили на живой лак. По всему автомобилю качество покраски просто убогое. Ужасное во всем его проявлении. К этому можно не докапываться. Те, кто хоть раз сталкивался с такими Маздами серыми, понимают, что это не ее цвет. Причем это было заметно сразу, потому что этот цвет серо-зеленоватый. Таких у Мазды нет цветов. А ее родной цвет серо-голубой. И если мы посмотрим, то на двери, вот здесь, на внутрянке, его видно. Вот он, родной цвет. Выглядит он вот так. Вот таких масса. Когда уже, соответственно, Дима узнал, что с ней было, он начал разговаривать с владельцем предыдущим этого автомобиля. Тот сказал, что у него стрельнула подушка водителя, он поменял руль в сборе. Руль здесь стоит новый, поэтому по пробегу чуть больше 200. Салон не такой загаженный, довольно неплох, и поэтому, я говорю, пробег в районе 200, я в это особо верю. На этой тачке особо не получится научиться не покупать себе хлам, просто потому что слишком яркая, слишком явная. Вот если мы дальше пойдем, например, по этой бочине, то заднее крыло просто сделано жесть, как здесь трескается шпакля везде. Ну, естественно, все было завалено, крыша стояла домиком. И, соответственно, шпакли трескаются везде, причем он говорит, что когда покупал, этого не было. Это вот последствия хренового ремонта. Кто мне говорил, что шпакля не трескается? Вот она. Здесь вообще... как по дереву. Бампер задний красный, о чем мы видим на кромке внутри его, где облазит краска. Самое интересное с задним стеклом. Здесь герметоз, то есть клей стекла, лежит прямо снаружи по стеклу. Я так и не понял, скорее всего, его вклеили. Вклеилось оно хреново, может быть, не садилось, еще что-то. И начало течь, и чтобы оно не текло, они просто взяли снаружи еще клеем стекольным прошлись. Ну, это, конечно, вообще конец. И я бы не сказал, что Дима на самом деле был в отчаянии. Да? Если бы у Димы была ситуация такая, что ему надо было срочно избавиться от этой Тойоты и взять другую машину, не совсем так. Объективно, давайте подумаем. 50 тысяч вложи, и у тебя 120-я Королла хорошая, да? Ну, судя по его входным данным. Хотя, как ему можно верить, если учесть то, что он купил себе такую машину? Не пинайте строго, я бы взял бы ТНВД, воткнул туда и ездил бы на машине с расходом 5 литров, блин. Далее по кузову здесь мы видим, что порог покрашен вообще другим цветом. Причем этот цвет гораздо больше похож на родной, чем вот этот вот. Но, тем не менее, весь порог мятый, кривой, косой, но самое интересное начинается вот здесь. Здесь в пороге идет сквозная дыра. Если туда внутрь заглянуть, там реально дыра. И связано это с тем, что, скорее всего, порог был замят. Причем замят был очень сильно и поцарапан до металла. Появилась коррозия, не стали ничего убирать, просто поверх этого положили шпаклю, и все это внутри начало гнить. Вот эта шпакля отвалится, я думаю, в течение полугода-года она просто пластом отвалится, и все уже. Есть трещина на лобовом стекле. Трещина идет вот от этого угла вот до сюда, вот, до верха. То есть здесь у нас, грубо говоря, треснувший угол стекла. Скорее всего, это из-за того, что кривая геометрия. Я думаю, никто не сомневается, что этой тачке кривая геометрия. Я думаю, не надо пояснять, не надо брать рулетку и промерять это все. Если рамка ветровая завалена, например, она стоит, не знаю, там, ромбом или трапецией, там, или как угодно она может быть здесь, после такого ДТП, то, естественно, в какие-то моменты, когда кузов играет, на стекло в неподходящих местах приходится давление. И если вы видите трещину на стекле, у которой нету причины, то есть нет скола, из-за которого она появится. Ведь на нормальном стекле трещины не появляются, кроме как из-за скола. Ну, кроме случаев, если у вас есть обогрев, и, например, или обогрев зоны дворников, тогда трещина действительно может появиться из-за включения его зимой. То есть из-за резкого скачка температуры. Такое тоже бывает. Однако здесь нет ни подогрева, здесь нет ни места скола, а трещина на углу есть. Скорее всего, ветровая рамка завалена, и из-за этого происходит вот этот вот косяк. То есть, грубо говоря, если мы сейчас стекло переклеим, скорее всего, следующее стекло хапнет такую же трещину примерно плюс-минус в этом же месте. Блин, вот скажите, надо промерять такую тачку толщиномером? Имеет ли смысл вообще? Что думаешь, Никит?
Кстати, вот Никита, это наш руководитель филиала по Екатеринбургу. Он стоит и держит толщик, предлагая посмотреть ее все-таки толщиком. Я на самом деле не знаю, какой смысл. Вот я сейчас просто вот так вот. 355, кстати, не так-то много, давай еще где-нибудь. Ну, как бы это смысла нет смотреть такую тачку толщиком, потому что здесь нет ни одного живого элемента. Ой, 800. Да, блин, это бред, короче, ладно. Короче, здесь есть одна интересная сварная точка, потому что металл был сварен, и рядом с этим местом она порвана. Металл порван здесь, на крыле, прям очень явно это видно. И плюс там лежит СТПшная шумка уже, которой, кстати, по этой тачке разбросано немало. О чем мы сейчас еще и поговорим. Кстати, я еще заметил, вот здесь такие интересные трещины. Знаете, как вот со временем у уголков глаз появляются морщины. Вот прям точно такие морщины появились у этой тачки, блин. Клюважоры какие-то делали тачку, блин. Клюважоры, блин. Самое главное, что в нем стоит САП. Написано киловатт 200 Макс. Саня Loud Sound где-то заплакал в этот момент. Кто будет ржать и говорить, что так не делается, я вам хочу сказать, что они это позиционируют как high-end аудиосистему. Давайте поднимем кубок, побянем почившую Мазду. Специально для этого здесь лежит штука. На самом деле, кто знает, кто поймет, это катализатор, который можно легко интегрировать в любую тачку, потому что он универсальный. Однако есть какой-то определенный момент странный в нем. Честное слово, я ни разу не встречал катализатор вот в таком виде. По-моему, этот катал эту тачку не спасет. Нафига он ей вообще? Если мы заглядываем внутрь, причем здесь особо ничего не надо для того, чтобы все разобрать, все и так разобрано, разбирается просто щелчком пальцев, то внутри мы увидим все в шумоизоляции, абсолютно. Сквозные дыры вон там внизу видим в бампере, это не страшно. Даже внутренний усилитель брызговика, и тот кривой. Вы просто посмотрите, какой он кривой, как здесь все криво его. Где? Я вообще не понимаю, нахрена такую тачку восстанавливать? Просто серьезно. Может, она дорога кому-то как память, не знаю, как тот Мондео, который мы снимали в Казани. Посмотрите, как металл расходится просто вот в этом месте. Просто посмотрите, как он расходится по местам сварки. Да, это утиль, блин, эта тачка реально под списание сразу. 8 владельцев, блин. Понятное дело, что предыдущий владелец был 7-м, и он попал на ней в жесткое ДТП, но, однако, я очень сомневаюсь, что она перед этим была в хорошем состоянии. Скорее всего, она была уже ушатанная, потому что 6 человек до него, он 7-й, ушатал ее, и 8-й Дмитрий. По сути, эту тачку давно пора вписать в утиль и выкинуть нафиг, но, как ни странно, если сесть за нее и прокатиться, она не так уж и плоха. На самом деле, тачка, как ни странно, едет не так уж плохо. После такого ДТП я ожидал, что будет гораздо хуже. Но Mazda, блин, хороший запас прочности. Вот за что любят эти тачки? Почему они до сих пор в хорошем состоянии стоят в районе 400 тысяч? Это удивительно. То есть, 8-й год, например, последний год выпуска Mazda BK, и если это хорошая, то она стоит не менее 400 тысяч. То есть 380-400 это механика 1.6 и 450 2 литра автомат. Тачка едет, тачка, блин, неплохая. Я понимаю теперь, почему Дима ее взял. Я понимаю теперь, почему он не отказался от нее. Потому что у него есть Corolla 120, которая не ездит и не заводится. И есть возможность взять Мазду, еще и 40 тысяч получить доплаты. Ну, здесь, конечно, все относительно. Но за рулем, когда едешь, вообще нет никаких претензий к этой машине. Стоит заглянуть под капот, потому что самое интересное, ведь никакое ДТП, по сути, не способно повлиять на состояние двигателя или коробки. Периферия может поломаться, но ведь, грубо говоря, какое ДТП вам, например, погнет клапана, там, я не знаю, или заставит течь прокладку. Мало вероятно, что такое ДТП будет. Есть следы, все следы того, что она участвовала в кузовном ремонте и прочее. Но, в общем, как ни странно, мотор и коробка чувствуют себя довольно неплохо. Что и, в принципе, логично, потому что это Mazda, япошка и довольно хороший живучий автомобиль. Вы посмотрите, вот это садовый шланг, если кто не знает. И они являются упорами радиатора. Вообще жесть. У нее работает кондей. Представь себе, вот я ехал, у нее реально работает кондей. После всего, что произошло, он работает. Конечно, есть шанс, что его все-таки ремонтировали, но мне почему-то кажется, что ему просто повезло кондиционеру, и он остался жив. Ну решетка снимается.
Я не думал, что она снимается так легко. Сейчас что еще бросается сразу в глаза под капотом, это отсутствие какого-либо, какой-либо защиты или пыльника. Это, кстати, первый палевный момент. На самом деле, я вам рекомендую очень обращать на это внимание, потому что у меня это сразу вызывает подозрение. Если я вот так подхожу под капот, и я вижу землю, а здесь именно так происходит, вон там даже внизу видно мою руку. То есть здесь, в принципе, ее нет, в общем-то. Абсолютно никак. А у меня сразу это начинает вызывать подозрение, потому что при любом ДТП, во-первых, при любом более-менее серьезном ДТП она страдает. Это раз. Стоит она обычно дорого, если заказывать новый. Это два. Не каждый заморачивается поиском ее на разборке. Это три, хотя там она стоит копейки. И установка ее в общем-то. Поэтому, если я подхожу и заглядываю вниз и вижу, что нет защиты, то первое, что я начинаю делать, это смотреть на всю морду, потому что, скорее всего, было ДТП. Естественно, бывают случаи, когда просто человек забыл ее поставить. Вот. Ну, что я могу сказать? Mazda живи. Ну что, вот такой вот у нас мини-обзор, точнее история, опять очень сложная история автомобиля. Я говорю, я люблю очень сложные такие жизненные ситуации автомобильные. Вот она произошла с этой Маздой такая, что еще многие позавидуют. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот если вы хотите Mazda БК, многие нам звонят и говорят, почему вы не можете взять нам в подбор Mazda БК? Потому что вот такие они, понимаете? Слишком старая тачка для того, чтобы находить отличные идеальные варианты. А вот такое мы подбирать не можем. Ну это, конечно, совсем трешак. Короче, будьте внимательны, будьте осознанны и не покупайте себе такие автомобили. И лучше всего, как всегда, обращайтесь к профессионалам, и тогда вам точно не придется унывать, когда вам кто-нибудь скинет видео, где ваша тачка предстает в нелицеприятном свете. Вот так вот. Всем пока. Кстати, еще интересный момент. Там на заднем фоне все это время ребята даже клеют наклейку на Никитину тачку. Вот это i40 Никитина, на которую, кстати, он очень хочет, чтобы я снял обзор. Вот, это Миша. Очень классный Миша. Вот, и они клеят нашу наклейку фирменную на эту тачку. На заднем фоне все это время. Миш, ну ты справишься, брат? Однозначно. Окей, тогда не буду мешать. Поехали дальше.